что это был действительно геноцид мирного населения. Даже вещи более ужасные, чем то, что случилось 7 октября. Какая у вас все-таки религия? Смотрят на каждого, кто не является мусульманином-суннитом, как на неверного. Вокруг этой истории очень много фейков, мифов. Не было никакого взлома забора, ничего, что могло бы угрожать безопасности государства. Но все арабы замолчали. Все перешло на религиозную почву. Ты готов опять? Вы опять пойдете в Сирию защищать своих? Мне все равно, если меня посадят в тюрьму. Если бы не вмешательство Израиля, все продолжалось бы до сих пор. Вот наша настоящая беда. واللي تعدى علينا عرف شو هن بني معروف واكل الصعصعين. Мы отправились в Маджиль-Шамс, к самой границе страны. 13 июля в Сирии произошла резня. СМИ публиковали противоречивую информацию, что якобы друзы прорвали забор, были бои, кого-то схватили. Но у нас есть там друзья. Мы уже работали над фильмом о друзской общине. И потому приняли решение поехать лично, чтобы найти тех, кто пересек границу, и услышать их правдивые истории. Шейх Наби, спасибо большое, что приняли нас. Для людей, которые совершенно не знают, кто такие друзы, не знакомы с культурой друзов, расскажите, пожалуйста, кто такой шейх? Бисмиллахи рахмани рахим. Меня зовут Наби Саед Ахмад. Я религиозный деятель. По профессии я также столяр, а сегодня работаю на государство. В Верховном Духовном Совете под руководством шейха Муафаха Тарифа. Моя должность – имам. Имам – это тот, кто проводит брачные церемонии, молитвы, а в случае смерти в общине занимается сопровождением, примирением, читает лекции. Это основная моя работа. Я духовное лицо. Каждого духовного человека, одетого в одежду, подобную моей, называют шейх. Но шейх – это не сама должность. Мою должность называют имам, так что меня зовут имам шейх Наби. Так принято у нас. В нашей общине есть религиозные люди и светские, которые не соблюдают религию. Большинство – светские. Такова структура нашего общества, нашей веры. Нас называют муахидин, монотеисты, исповедующие единого Бога. А название друзы нам не очень по душе, потому что человек по имени Ад-Дарзи, с которого началось употребление этого слова, в самом начале истории нашей веры предал общину. Он был высокопоставленным духовным лицом, но покинул веру и вышел из общины, поэтому мы не любим слово «друзы», мы муахидин. Имеете ли вы отношение к исламу, либо это не ислам? Какая у вас все-таки религия? Конечно, в рамках нашей религии мы мусульмане. Мы признаем пророка Мухаммеда и верим во всех остальных пророков. Каждый пророк, который пришел, чтобы привести людей к познанию Бога и религии, мы признаем их. Мы отделились от мусульман, от шиитов, от исмаилитов более 1000 лет назад. В 1017 году нашей эры мы отделились как друзская община. Итак, мы мусульмане. Священная книга нашей религии – Коран, но у нас есть отличия в толковании. Мы понимаем религию по-своему. И это дозволено и допустимо в исламе. В исламе существует множество пониманий и толкований религии. У нас определенная особенность в нашем толковании.
Но по сути мы мусульмане. Коран — это книга нашей религии, а пророк Мухаммед — пророк, которого мы признаем. Случилась массовая резня друзов в Сирии. Это кровавое событие, которое можно сравнить с 7 октября, который был в Израиле. Какие истинные причины, на ваш взгляд, основная причина? Это религиозная, это политическая или какая-то другая причина? К сожалению, к большому сожалению, началась война против нашего народа, против наших братьев-друзов в Джабаль-аль-Араб, в Джабаль-ад-Друз, под политическим предлогом. После всех тяжелых лет, что были при режиме Башара Асада и до него, его отца, наш народ много лет страдал от отсутствия демократии. Там не было свободы, не было возможности жить достойно. Если кто-то был против их политики, против правящего режима, его считали врагом. Но это все еще не было на религиозной почве. А то, что происходит сейчас, это война, которую начали против наших братьев, шейхов и мудрецов. И после всех этих лет страданий они требовали демократического режима, построенного на участии всех граждан страны, чтобы все народы и общины были равны и вместе строили свое государство. Мы считаем, что это право каждого человека — жить и существовать на равных с другим. Но когда пришли к власти новые силы, они захватили всю страну. Сначала это выглядело как политическая борьба, но стало ясно, что это не политика, это религиозная вражда. Всех, кто не является суннитским мусульманином, уничтожают. И факты говорят об этом. Они начали войну без различий. Ни перед стариком, ни перед женщиной, ни перед младенцем, ни перед ребенком, ни перед пожилым, ни перед человеком с ограничениями. Главное, если ты друз. Был случай, когда спросили одного: «Ты кто?» А он ответил: «Я сириец». «Нет, скажи мне, кто ты по религии?» Он трижды сказал: «Я сириец». Тогда его спросили: «Ты кто по вере?» «И я друз». И тут же его убили. То есть все перешло на религиозную почву, на почву ненависти и физического уничтожения. Без капли жалости, без какого-либо уважения. Был случай с одним шейхом, моим родственником. Он никогда не был женат, всю жизнь посвятил молитве и служению Всевышнему. Его дом был как школа. Когда к нему вошли, он их почтительно принял, дал им воды, еды, а перед тем, как уйти, они его убили. 3 его гостей, тоже шейхи, были убиты вместе с ним. Они грабили и уносили все, что можно из домов, а потом сжигали эти дома. Сжигали больницы, медицинский персонал, пациентов прямо в госпиталях. Врывались в дома, не разбирая, кто перед ними, и совершали зверства в стиле Даиш, ИГИЛ. Резали, убивали. Я не хочу вдаваться в подробности того, что они делали. Это не люди. У них нет границ. Они срезали усы друзов, что особенно важно для религиозных мужчин. Даже если не все носят бороду, то усы обязательно должны быть.
Это одно из условий. А они целенаправленно унижали и уничтожали все, что дорого и свято. Они пришли только, чтобы грабить, убивать и проливать кровь. Невозможно даже говорить обо всем, что они натворили. Все, что только можно было сделать ужасного, они сделали. К сожалению. Конечно, мы ни в коем случае не обобщаем и не имеем в виду всех мусульман-суннитов. В истории сирийского народа мы долгие годы жили вместе в мире, но есть те, кто пришел извне или действовал изнутри. Их называют ИГИЛ, и именно о них мы говорим. Особенно о том, кто сегодня сидит у власти, Ахмад аш-Шара, у которого было прошлое в ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, Тахрир аш-Шам. Его прошлое нам хорошо известно. Еще раз подчеркну, мы не имеем претензий ко всем суннитам-мусульманам. Мы жили вместе бок о бок в течение 14 лет в рамках революции против Башара Асада. Провинция Суэйда приняла у себя множество людей из разных районов Сирии. Приняли их не как беженцев, а как братьев. Поселили у себя дома, делили с ними хлеб, спали в одних комнатах, относились к ним с достоинством, как к родным. Наша проблема — это те, кто забыл все это. Это те хорошие сунниты, которые сегодня молчат. Они все видят, все слышат и молчат. Вот наша настоящая беда. Их молчание перед лицом этой ужасной резни друзов. Это то, что невозможно понять. Скажи, пожалуйста, 13 июля случилась массовая резня, вообще это религиозный геноцид друзов в Сирии. Немного подробностей, то есть что там происходило, то есть как это все начиналось, если можешь более подробнее для людей, которые кто-то верит, кто-то не верит, что это был действительно геноцид мирного населения, дети, женщины, мужчины, старики, то есть все, что ты знаешь, вот расскажи нам про это. Друзы Галилеи и друзы Голан — это один народ, одна религия. Нет никакой разницы. Неважно, где в стране или в мире они находятся, друзы едины. Если кто-то пострадал в Израиле, это чувствуется и в Ливане, и в Сирии, и в Иордании, неважно где. Мы всегда едины. Если кому-то нужна помощь, мы все рядом, на его стороне. 13 июля началась атака на друзов в Сирии. Резня со стороны армии Джулани, нового президента Сирии. И так же, как мир был потрясен событиями 7 октября, мы сейчас пережили это на своей шкуре. В Сирии надрусский народ, на это меньшинство в Сирии. Мы не могли сидеть сложа руки. Начали резать. Даже вещи более ужасные, чем то, что случилось 7 октября. Начали только потому, что они, друзы, начали их убивать. Неважно, ребенок, женщина, пожилой, младенец. Если он из друзской общины, просто убивали. Здесь, в Израиле, премьер-министр и министр обороны, когда новый сирийский президент вступил в должность, пообещали, что если кто-то тронет друзов в Сирии, будет наказан. Это вызвало внутренний хаос в Сирии. Думали, что друзы сотрудничают с Израилем, что они предатели. И началось. Это началось еще 1,5 месяца назад. Тогда тоже была атака на друзов в Свейде.
Но тогда они смогли защититься. Тогда еще не было всей этой армии, людей из Афганистана, Ирака, чеченцев со всего мира, которые сейчас пришли в Сувейду. Тогда это была атака на 2-3 дня, и она закончилась. А 13 июля все было организовано. Их цель была не просто отобрать оружие у друзов. Их цель была уничтожить всю общину. Мы были там неделю. Первые 2 дня не было никакой реакции ни от одной страны мира, даже не от Израиля, который обещал защищать друзов. А мы здесь, в Израиле, не могли просто сидеть и смотреть. Мы сказали: нет, наших братьев режут. Мы должны быть рядом. Я солдат, служащий в резерве, снял форму и вошел. Прошел через забор, меня встретили солдаты. Я сказал им: одно, другое, третье, моих братьев режут. Я уже 600 дней с вами плечом к плечу служу государству. Они открыли мне ворота, проводили на 100 метров внутрь, пожелали удачи и сказали: если бы мы могли, пошли бы с тобой. Мы дошли до деревни Хадер, друзская деревня рядом с забором. Там мы собрались группой добровольцев с целью войти, сражаться и помогать. Нас остановили местные шейхи внутри, сказали: нет, мы не будем делать то же, что делают они. Мы не будем просто так убивать людей. Они нас остановили. Не захотели, чтобы мы заходили и воевали. На самом деле то, что показывают в новостях, и много слухов, опять же, про эту ситуацию, когда вы пересекли забор в Сирию, очень много фейков, не фейков. Вот как раз хотелось бы тебя узнать, что друзы прям снесли забор, что вы взяли силой забор, прям атаковали чуть ли не экскаваторами, там прям вас не могли остановить. Или все-таки это было не так? Или все-таки это было достаточно дружелюбно с армией, и армия прям вам открыла? Не было никакого взлома заборов, подкопов или чего-то подобного. Сам забор не был прорван. Ворота были открыты, друзы вошли. Не было ссор ни с кем, ни один солдат не пострадал. Наоборот, солдаты стояли рядом с нами, обнимали нас, поддерживали и понимали, что мы входим внутрь, чтобы помочь нашим братьям. Ворота открылись, и друзы вошли. Там было немного газовых гранат, но только потому, что некоторые граждане Сирии тоже хотели попасть в Израиль, навестить родственников. Но они тоже вошли и вышли с уважением. Никто не пострадал. Не было никакого взлома забора, ничего, что могло бы угрожать безопасности государства. Ворота открылись, армия была там, мы вошли, вышли с полным уважением. Вот у нас очень многие в стране задаются вопросом. Ты уже сказал, что друзы во всем мире это одна большая семья, но все-таки почему наши друзы в Израиле пошли защищать друзов в Сирии? То есть это какие-то семейные узы, у вас там родственники, может быть у тебя лично там какие-то родственники были. То есть вопрос задают, почему вы пошли туда через границу спасать других друзов? Снова повторю тебе, неважно, является ли он родственником или нет. Сам факт того, что он друз и он в беде, обязывает нас быть рядом с ним. Не имеет значения, в какой он стране. Во вражеской или в стране, с которой у нас хорошие отношения. Если друзам нужна наша помощь, а государство Израиль дало им обещание, что поможет им, мы это сделаем. Неважно, где он находится. Во вражеской стране или в обычной стране. Расскажи тогда немножко хронологию, то есть насколько глубоко вы зашли в Сирию, потому что, опять же, вокруг вас, вокруг этой истории очень много фейков, мифов, мы пытаемся разобрать. То есть кто-то говорит, что вы дошли до места боев, что друзы Израиля принимали участие в боях, что даже кто-то был взят в плен, то есть так это или не так, как происходила ситуация, вели ли вы там бой и вообще насколько глубоко вы зашли туда? Мы вошли в Сирию до деревни Хадер, которая находится в 3-4 километрах от границы. Дальше мы не смогли продвинуться, потому что Ицааль находился за этой деревней. Наша цель действительно была воевать и помочь нашим братьям, но сам факт того, что мы вошли внутрь Сирии, оказал давление на государство, и оно отреагировало на то, что происходит там с друзами.
Вот я также слышал, что со стороны Сирии некоторые друзские семьи тоже перешли на голландские высоты, прятаться или повидаться с родственниками. И я не знаю, они до сих пор здесь или они уже приехали обратно. То есть было ли это реально так? Вот что-то про эту ситуацию ты можешь прокомментировать, то, что ты можешь? Что касается друзов, которые вошли из Сирии в Израиль, это была возможность, потому что с тех пор, как мы захватили голландские высоты, они не были здесь, на Голанах. И это не было прорывом границы с их стороны. Просто ворота были открыты, Цагль находился там, им разрешили войти, увидеть свои семьи, обнять их, и в конце дня они вернулись обратно. Они вошли, увидели свои семьи, посидели здесь и вернулись. Это никоим образом не повредило безопасности государства. Это происходило перед глазами солдат, командиров, перед Цаглем. Весь Цагль, который находился у забора, видел всю эту ситуацию. Вот и все. Они вошли, нанесли короткий визит и вернулись в Сирию. И это было только из деревни, расположенной рядом с границей. Вы сказали интересную вещь, что те люди, которые вы считали своими друзьями, они в итоге за вас не заступились. И вы знаете, мне это очень напоминает ситуацию, когда у нас произошло 7 октября, вот эта кровавая суббота, то, что заметили все, пожалуй, что арабы израильские, вот есть у нас израильские арабы, граждане, которые вот живут рядом с нами, их называют четырёхродными братьями, они все промолчали. То есть все это заметили, они, ну все, никаких комментариев, все сидели тихо, хотя логично, что ты наш брат, ты гражданин Израиля, ну ты должен был что-то хотя бы прокомментировать. Но все арабы замолчали. Вот это какая-то общая история, или может у вас есть свое мнение по этому поводу, почему они молчали? Да, к сожалению, случаются такие вещи, и то, что произошло 7 октября, это тоже была резня, боль для всего народа, боль для любого человека, который относится к другому как к брату. Мы все братья, мы все обращаемся к одному Богу. Я не хочу говорить сейчас о мусульманах или арабах Израиля, которые молчали о бойне 7 октября, а именно о солидарности. Но солидарности неправильной. Я могу солидаризироваться со своим народом. Да, мне больно, мне важно, но такие действия – это не действия людей. Резня невинных – за это надо говорить. Мы против. Надо сказать, мы осуждаем такие события. У каждого человека есть право на жизнь. Ни у кого нет права отнять у другого эту жизнь из-за его веры. Только Бог дал нам жизнь, и только Он может ее забрать. Никто не имеет права убивать другого. Это твой брат, твоя сестра. По поступкам, да, можно сказать, я за или я против, но все мы люди. Как мы страдали и чувствовали боль за евреев в кибуцах, тех, кто заплатил своей кровью, своей жизнью за эти ужасные события, также нам важно и больно за тех, кто не имеет никакого отношения ко всему происходящему, но платит за это своей жизнью. Эти люди расплачиваются за действия не людей. Из любого народа, из любого места, из любой общины. Мы должны жить достойной жизнью. У каждого есть право на уважение и помощь друг другу. И как я верю, и как мы верим. Различие – это дополнение. Никто не выбирает, где и в какой семье он родится. Ни религию, ни народ, ни родителей, ни рост, ни цвет кожи, ничего. Бог решает, каким будет каждый человек. Поэтому
Мы уважаем друг друга и относимся к человеку по его поступкам, по его достоинству, по его ценностям. 27 июля 2024 года в Маджли-Шамс случилась трагедия. Ракета, выпущенная с территории Ливана, попала в футбольное поле, где играли дети. Погибли 12 подростков, жителей деревни. Никто не остался в стороне от этой боли. Спустя год, в этот же день, в деревне прошла церемония памяти. Мы приехали, чтобы быть рядом, чтобы снова услышать тишину, в которой звучат имена погибших. Ранее мы уже сняли целый фильм об этой трагедии «12 трагедий голландских высот». Мы говорили с родителями, друзьями, с теми, кто видел и запомнил все. Сегодня годовщина. Мы снова с камерами. Но не как съемочная группа, а как те, кто разделяет боль, кто помнит и хочет, чтобы помнили. Из того, что я понял, по вашим словам, то, что произошло в Сирии 13 июля, как я правильно это могу расценить, это религиозный геноцид, да, на почве религий. Они пришли вас убивать. Как вы считаете, их вот эта ненависть, я не знаю, каким другим языком назвать, ненависть, что это такое, желание вас уничтожить? Если мы говорим с религиозной стороны, это относится, их ненависть только к друзам, либо они также относятся к христианам, евреям и к другим нациям? К сожалению, да. Мы видим, как все начиналось. Сначала это выглядело так, будто правительство хочет установить контроль, навести порядок и обеспечить безопасность народу Сирии. Но под этой маской действия, которые говорят об обратном. Началось все с резни алавитов на севере. Потом произошел взрыв в церкви в Дамаске против христиан. Затем в Джармане, районе Дамаска, против друзов. После этого новая волна насилия против друзов в Джабаль-аль-Араб. Джабаль-аль-Араб – это название, которое указывает, что эта земля принадлежит всем. Но так как большинство жителей там друзы, некоторые стали называть это место Джабаль-ад-Друз. Мы же предпочитаем сохранять название Джабаль-аль-Араб – гора, открытая для всех, гора всех народов. То, что делают сейчас, это не просто борьба за власть. Они объявляют всех, кто не является мусульманином-суннитом, неверными. И говорят, либо ты принимаешь их веру, либо они будут с тобой воевать, либо ты должен платить налог за немусульман. Этот налог существовал в древности. Да, в истории он был. Но то, что происходит сегодня, это не налогообложение, это резня. Они убивают людей просто за то, что ты не суннит. Это ненависть, это уничтожение по религиозному признаку. И снова я повторяю, это не все мусульмане. Речь идет о ИГИЛ, Даиш, Джабад ан-Нусра и те, кто сегодня находится у власти в Сирии. Они проникают в государственные структуры, Министерство обороны, занимают государственные посты и действуют официально. Но все, что они делают с этими беззащитными людьми, с невинными,
свидетельствует не о слабости жертв, а о подлости и зверстве самих нападающих. Это не действия людей, это насилие над детьми, стариками, женщинами, теми, кто безоружен, кто просто поднимает белый флаг, прося оставить ему право жить в безопасности и с уважением. Что в этом плохого? Разве это не базовое право каждого человека? Когда-нибудь в будущем история засвидетельствует, кем на самом деле были эти люди. Их злодеяния останутся как метка на их лицах. Это не против нас, это против них самих. В свете того, что произошло сейчас, теперь говорят, что следующими будут курды. Говорят, что есть намерение уничтожить и курдов на северо-востоке Сирии, где они также живут в Ираке, а также в районе Южной Турции. То есть, как будто бы у них есть намерение против всех меньшинств, чтобы оставить государство как государство суннитов, как это было после пророка Мухаммада. Вот то, что я от вас сейчас слышу, вот эта резня в Сирии, вот этот геноцид, на самом деле очень похоже, я бы сказал, в один ситуация, которая произошла 7 октября, то, что творил Хамас. То же самое, убивал женщин, детей разными ужасными способами. Если сравнить идеологию в Сирии тех людей, идеологию Хамаса, можно ли сказать, что это абсолютно одна идеология, похожая, и все это на религиозной все-таки почве, что там, что там? Все мусульмане-экстремисты, все те, кто придерживаются расистской идеологии, смотрят на каждого, кто не является мусульманином-суннитом, как на неверного. Это такфириты. Посмотри, что происходило в арабских странах. Так называемая «арабская весна», особенно в Сирии. Она привела к огромному числу беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в Европу, Америку, соседние арабские страны. И вот, живя в Европе в условиях свободы и человеческого достоинства, с которыми они никогда прежде не сталкивались, эти же люди продолжают называть европейцев и американцев неверными. Все это результат мышления людей, которые стремятся к мировому господству, к полному контролю. Для них любой, кто не мусульманин-суннит, недостоин жизни. Это как та резня, что была направлена против евреев в Германии, в Европе, в Освенциме в 1939 году, в Германии, Польше и других странах. К сожалению, есть те, кто искренне верит, что Аллах создал этот мир только для них, что у других нет права на существование, хотя на самом деле в этом мире есть место для всех. Мы можем жить рядом в мире с уважением, в человеческом достоинстве, каждый на своем месте. Факт, что мы с тобой сейчас сидим вместе с уважением, говорит сам за себя. И для меня это гордость быть рядом с другим, с тем, кто не такой, как я, и жить с ним с уважением. Вот в чем моя гордость. Пророк Мухаммад, до того, как получил пророческую миссию, родился христианином. Он сам был христианином до того, как принес ислам. И с того момента, как он начал свою миссию, призывать людей присоединиться к исламу, он сам был рожден христианином. У меня тогда абсолютно логичный вопрос. Все-таки вы имеете отношение к исламу какое-то, и вы верите в пророка Мухаммеда.
мусульмане те самые, они тоже верят в пророка Мухаммеда, но при этом они считают вас неверными. Почему? То есть они все равно считают, что ваше отклонение от ислама вот в таком виде, оно неправильное. У нас немного иное понимание религии. В исламе пророк Мухаммад сказал, что желательно создать рамки для людей, которые, скажем так, являются мудрецами, обладающими высоким уровнем понимания, чтобы они могли интерпретировать религию так, чтобы она соответствовала их народу и времени. И такая возможность существует. Мы поступаем так же. У нас немного иное, отличающееся понимание. Оно основано на Коране, священной книге. Мы всегда возвращаемся к тому, что сказано в Коране. Например, в Коране разрешается жениться на одной, второй, третьей и четвертой, при условии, что ты сможешь содержать эти семьи и быть справедливым со всеми. И вот на этом они, другие мусульмане, остановились. А мы продолжили то, что сказано в Коране. Сколько бы вы ни старались быть справедливыми, вы не сможете. Поэтому мы сказали, одной достаточно, потому что если ты не сможешь быть справедливым, это будет грех. Они остановились там, не знаю почему, не хочу говорить. А мы продолжили путь, начертанный Кораном, и поняли, если сказано, что невозможно добиться равенства, значит это грех. А ведь жизнь человека и его вера – это единое целое. И через веру продолжается поколение, через брак между мужчиной и женщиной. Мужчина и женщина женятся, чтобы создать семью и жить достойно. Цель – не просто интимные отношения, не жениться на 3-4. Это не главная цель. Интимная жизнь важна, но это не основа существования. Есть много более значимых дел. Строить семью, воспитывать народ, живущий с ценностями и достоинством. И в рамках этого интимные отношения тоже. Мы знаем, насколько друзы Израиля патриоты. Они преданы земле, они служат в армии обороны Израиля, они 7 октября многие, я лично таких знаю, которые без приглашения, без повестки, пошли сразу воевать, и до сих пор находятся многие в Милуиме. Но при этом, опять же, возвращаясь к вопросам наших граждан в Израиле, кто живет, многие задаются вопросом, если вы такие преданные Израилю, вроде как, почему многие не имеют гражданства Израиля и отказываются от него? Основная причина. Нам не важно, кто нами правит, любое правительство, в котором мы находимся, нам важно жить там с честью, и мы вносим свой вклад, как и все остальные. Мы вносим свои права и свою честь для государства. Мы преданы своему государству, действительно, где бы мы ни находились. Друзы в Израиле, они преданы государству Израиль. Они служат, они платят все. Они платят своей кровью. Они партнеры во всем с государством, потому что они живут внутри государства Израиль. Вот, например, в Ливане они преданы своему государству. Также и в Сирии они преданы своему государству. И я также знаю, у нас есть близкие родственники в Иордании. Они тоже преданы тому правительству, которое там. Это наша обязанность по религии. Мы не боимся построить свое собственное государство. Теперь, если вопрос в том, почему мы, друзы на Голландских высотах, до сих пор не все получили гражданство, это потому, что Израиль завоевал Голландские высоты в 1967 году.
Наши друзья сопроводили нас прямо к границе Сирии. Вот этот забор и есть граница. Самое интересное, что за ним находится продолжение Маджель-Шамса. Сейчас он разделен на две части. В 1967 году в ходе шестидневной войны Израиль был вынужден взять голландские высоты. Это была стратегическая точка. С этих высот обстреливался весь север Израиля. Невооруженным глазом, конечно, видно разницу в условиях жизни в Израиле и в Сирии, как живут друзы. Нам сказали, что зарплата у друзов в Сирии в среднем $100 в месяц. Сам забор, который вы видите перед собой, отдельная история. Сегодня мы очень много о нем говорили. Именно через него наши друзы переходили границу, чтобы помочь своим братьям. То, что было, он завоевал голландские высоты, и поэтому мы как бы остались под оккупацией. Мы находимся в закрытом пространстве, но мы очень преданы государству. Мы люди мира. Мы безопасность, которая есть на голландских высотах, для всех. И мы знаем многих людей, которые являются нашими друзьями, и евреев, и христиан, и мусульман, которые навещают нас в наших домах, в нашем обществе, в нашей общине, на всех мероприятиях. Мы участвуем, мы чтим и этих, и этих, и этих. Есть те, кто уже получили израильское гражданство. Мы не против Израиля. Да, мы платим высокие налоги, и мы знаем, что мы живем внутри Израиля. Мы получаем большинство наших прав. Мы это знаем, и поэтому даже в Сирии с сирийцами мы не можем. То, что происходит сейчас, это немного временная ситуация. Думали ли вы о том, что друзы Израиля в какой-то момент, как это было недавно, пойдут снова защищать друзов в Сирию и уже действительно может дойти до серьезных боев? С самого начала, с 1017 года, с момента основания религии Мувахидин или друзов, мы отделились от исмаилитов, от мусульман. И с того времени дверь была закрыта. Невозможно больше никому присоединиться к религии. Кто хочет, может выйти, но войти внутрь уже нельзя. Эта дверь закрыта. Поэтому мы как одна семья. Иногда нам говорят: если вы говорите, что вы мусульмане, почему вы не заключаете браки и не женитесь с другими? Но если мы откроем эту дверь, если позволим это, через 50 лет нас, друзов, больше не останется. Все закончится, поэтому мы имеем полное право сохранять свою общину и свою традицию. И я это говорю не из ненависти к другим. Это как человек, который охраняет свою частную жизнь, свое имя, свою историю и хочет построить свое будущее, основываясь на своей идентичности. Мы имеем на это право. Поэтому это не из ненависти, но нам запрещено. И действительно, это запрещено, и мы не позволяем. Никто не может войти в нашу общину. Это невозможно. Мы как медный поднос. Куда бы ты ни дотронулся, отзывается звон, и не поймешь, с какой стороны пришел звук. Сегодня друзов можно найти по всему миру. И особенно сейчас, когда происходит резня наших братьев в Джабаль-аль-Араб в Сирии, мы все поднимаемся, реагируем, хотим защитить наших братьев. Сегодня у нас есть технологии, связь. В прошлом, 100 лет назад, если в Джабаль-аль-Араб случался пожар или бедствие, там зажигали огонь ночью, и его было видно отсюда.
Тогда мы знали, наши братья в беде, им нужна помощь. И мы шли помогать. Так всегда сохранялась эта связь. И сейчас, когда беда у нас, мы зажигаем огонь здесь, и они видят. Мы всегда на связи. Они наши братья по всему миру. Нам не все равно, что происходит с каждым человеком в мире, особенно с друзами, где бы они ни находились. Мы братья. Поэтому нам важно, если начнется новый виток насилия, мы не будем стоять в стороне. И отсюда я хочу сказать спасибо всем, кто помог. Мы признаем, что Израиль внес огромный вклад в очень важные моменты для наших братьев. Медикаменты, помощь, еда. Все, что касается базовых нужд для выживания. Они наши братья, они помогли нам. Я лично это знаю, и все мы это знаем. Во время, когда никого не было в мире, кто мог бы помочь, даже так называемые братья из Сирии, из арабских стран, те, кто остались безучастными, именно Израиль помог нам. И друзов из Израиля. Если бы не помощь Израиля, мы бы не могли передать помощь, но шейх Муфах Тариф и его команда, они следят за происходящим и будут следить и в будущем круглосуточно за ситуацией в Сирии. Существует действующий штаб, который продолжает работать. И мы все стоим за шейхом Муфаком Тарифом и всем, кто помог. И если он человек, мы очень благодарны. Даже если кто-то просто думает о нас, молится за нас и за наших братьев в Сирии, это для нас очень важно. Это больно, и мы это замечаем. Мы хотим жить. Мы хотим жить в будущем. И в этом мире есть место для всех. Я правильно понимаю, вот вы вернулись обратно, то есть ситуация, она стала лучше? Или вообще какие прогнозы? То есть что сейчас там происходит, то, что ты знаешь? И если вдруг ситуация усугубится, ты готов опять, вы опять пойдете в Сирию защищать своих собратьев? Сейчас, с точки зрения боевых действий внутри Сувейды, все спокойно, но вокруг по-прежнему напряжено. Боевики еще там. Я должен сказать, что Джулани думал, будто сможет контролировать своих бойцов, но все вышло из-под контроля. Они не слушают никого. Если бы не вмешательство Израиля, все продолжалось бы до сих пор. Что касается граждан Сувейди и друзов там, они в нужде. У них просто нет помощи. Ни медицинской, ни с продовольствием. Больницы там настолько пострадали, медицинского персонала не хватает, часть была убита, часть вырезана. Им нужно начать восстанавливать город, помочь друзам, насколько это возможно. Это важно. И если бы это случилось снова, я бы снова вошел в Сирию, перешел через забор, будь то Сирия, Ливан или Иордания, я бы сделал то же самое. Но вот ты не боишься, что, по идее, ломать границу, опять же, да, то есть забор, это как бы нелегальное пересечение границы. Ты не боишься того, что тебя могут схватить, посадить в тюрьму? То есть вы об этом думаете, не думаете? Мои братья находятся под обстрелом внутри, так что их жизнь не менее важна, чем моя. Поэтому мне все равно, если меня посадят в тюрьму. Но каким бы ни было наказание, если я могу им помочь, я помогу. Неважно, каким способом. Почему Израиль вдруг должен помогать друзам в Сирии? То есть вот есть такой у нас в стране вопрос, то есть с чего вдруг мы должны там идти помогать, идти там войной, войсками, либо какой-то помощью. То есть как ты можешь это прокомментировать? Как ты можешь ответить на этот вопрос? Почему Израиль должен помогать друзам в Сирии?
если ты считаешь, что он должен помогать? До прихода к власти Джулани, друзы в Сувейде, да и вообще в Сирии, не нуждались в чьей-либо защите. Но с момента, как Джулани поднялся, а мы знаем, кто он, человек из Даиш, человек из Джабхата Нусры, сидевший в тюрьме, в Израиле на политическом уровне заявили: «Мы защитим друзов в Сирии при необходимости». Это открыло глаза людям в Сирии, и с этого все началось. То есть из-за этого заявления израильского правительства, сказавшего, что оно защитит друзов в Сирии, теперь, после всего, что там происходит, Израиль действительно обязан это сделать, обязан защитить их от тех террористов, которые там находятся. Потому что то, что происходит сейчас, это резня, это попытка уничтожить целую общину, а они – меньшинство. И меньшинство нужно защищать в любой стране мира, особенно если это как-то связано с Израилем. Допустим, если бы еврейский народ оказался в беде, как в Германии в свое время, в любой точке мира ему нужно было бы предоставить гражданство, мы были бы первыми, кто предоставил бы его друзам, потому что мы всегда лояльны к месту, где живем, и сражаемся плечом к плечу с теми, кто нас защищает. Для тех, кто понимает арабский, можешь ли ты сказать что-нибудь по-арабски от себя тем людям, особенности, которые поддерживают вот этот вот исламский терроризм, и вообще всем какое-то послание от друзов и от себя лично, что бы ты хотела бы им сказать именно на арабском? بدي أوجه رسالة لكل مين ضد الطائفة المعروفية. تفهموا شغلة واحدة، نحن طائفة لا نعادي ولا نعتدي، ندافع وننتصر. يا ناصر 6/60، احنا بني معروف، ويلي تعدى علينا عرف شو هن بني معروف وأكل الصعصعين.